Сейчас каждую деталь я размечаю. Она у меня идет десятка. Отступаю по 2 сантиметра с каждой стороны. Делаю разметку 9 миллиметров и так каждую деталь. Можно этот процесс, конечно, чуть-чуть ускорить, не размечать именно каждую деталь по отдельности, положить 2 детали и поразмечаться в нужных местах. Получается, сразу вы делаете 4 разметочки, тем самым ускоряем нашу работу. Керню для того, чтобы сверло не соскальзывалось чуть-чуть в сторону, а сразу начинал сверлить в том размере, который мне нужен. После того, как я накернился, я откладываю в сторону детали ненужные. Беру 2, которые мне нужны на данном этапе сборки. Беру торцевую. И для того, чтобы вышло ровное сверление, вложу что-нибудь вовнутрь, что соответствует углу 90 градусов. Так как у меня зажима не имеется, поэтому пока работаю так. Делаем сразу одно отверстие, чтобы нам дальше не держать руками, сверляя последующее отверстие, зажимаем. Первый конфирмат, ну и второе отверстие уже делается спокойно.
Ну и все последующие ящики собираем таким же образом. Потом остается сделать дно ящика. Также показываю дальше все это. Ящики уже больше не показываю, собираю их. Итак, все ящики мной уже собраны. Сейчас хочу показать вам, как сделать дно ящика из ДВП. ДВП у меня белого цвета, покупал целый лист. Можно при заказе мебели также заказать разгонку. Но я принял решение, зачем платить за то, что можно сделать самому своими руками. Здесь, получается, я уже отпилил на 2 ящика. Пилю вот таким полотном от стусла, потому что есть видео у меня, где я его использовал на ножке стола. И вот такой кусочек остался на 2 ящика. Пол листа, конечно, еще возле стенки стоит. Поэтому давайте показываю разметку, как я размечаю и как я ее обрабатываю. Так, берем наш ящик, прикладываем на лист, выравниваем по краям. Теперь просто карандашом отмечаем там, где нам надо отпилить. И делаем следующее. Для того, чтобы если какое-то есть смещение ящика, и лист остался на своем месте, мы просто его размечаем, ну, любой цифрой или буквой размечаете. То есть вот я отметил N, N. Тем самым я буду знать, где у меня лицевая сторона. И теперь следующее. Берем рукавичку. Начинаем пилить. После того, как мы отпилили, у нас получается верхний край, он идет ровненький. Чуть-чуть подправить, конечно, надо будет, но с другой стороны у нас получается чуть-чуть вот такие заусенцы. Хотя это не заусенцы. Как может, грубо говоря, на древесно-волокнистой плите быть заусенцы? Скажем так, бумага торчит. Это шутка. И получается, берем наждачку, у меня вот такой идет брусок для шлифования. Делаем следующее. Буквально несколько движений. Раз. Тем самым мы выровняли этот край и подровняли этот край. И делаем так все 3 стороны нашего отпила. Получается вот так вот идеально ровненько. Берем наш ящик, прикладываем, смотрим. Вот так вот у нас это вышло. Ну что, теперь остается мне сделать разметку. Первый лист, который вы видите, я разметился. Сейчас для ускорения работы я сразу беру, чтобы мне это не делать повторно с линейкой. Данную разметку я переношу на 2-й лист. Ну, соответственно, буду переносить на 3-й и 4-й. Тем самым я ускоряю процесс сборки, и мне не надо каждый лист проходить отдельно линейкой. Единственное, что мне надо будет пройти, это отметить 9 мм от края, для того, чтобы засверлиться правильно и закрутить шурупы ровно по центру наших ящиков.
Что я делаю дальше? Проверяю, чтобы мои отметки стояли там, где надо. Убедившись, что отметки стоят на месте, беру шарошку и делаю углубление под шляпки самореза. Теперь выравниваем край. После того, как я выровнял, беру шурупы и начинаю закручивать. Вот после того, как закрутил все шурупы, они сидят за подлицо, тем самым, если ящики расположены очень близко друг к другу, допустим, там 2 сантиметра, до конца кто-то не выдвинет, полезет что-то брать, соответственно, не поцарапает руку, особенно ребенок, поэтому я так и делаю. Вот ящик собран,